Да, наверное, об этом не стоит говорить. Не знаю, это, наверное, лучше вырезать. Я сейчас не понимаю этих разговоров, то, что классика там умирает, что там невозможно играть. Я забыл, какой изначально был вопрос. Ну, как-то вот очень грамотно переигрывал по первой. Переигрывал. Да. Вот. И я такого вообще не испытывал ощущения никогда в жизни. Нечего делать, просто сидят, все шахматами занимаются. Мы русские долго запрягаем. Здравствуйте, уважаемые любители шахмат. Меня зовут Илья Левитов. Вы на канале Левитов Чес. Во время последней партии матча за звание чемпиона мира в Катаре проходила последняя заключительная партия турнира Катар Мастерс, в которой Андрею Есипенко, нашему гроссмейстеру российскому, удалось сделать ничью с новым Месси мировых шахмат Арджуном Иригаиси и таким образом зафиксировать победу в турнире Катар Мастерс, который на данный момент является одним из самых престижных, открытых так называемых турниров в шахматах, то есть турниров не по приглашению, а турниров, в которых каждый желающий может принять участие. Андрей Есипенко, 22 года, молодой, талантливый российский шахматист, который уже несколько лет рвется в шахматную элиту, и сегодня он в гостях у меня на нашем канале. Здравствуйте, Илья, очень приятно прийти к вам. Вы наш подписчик? Конечно. Да? И в Телеграме, и на Ютубе, да, везде, где можно, в общем. Хорошо, это хорошо. Андрей, скажите, как сложился турнир? Давайте начнем с конкретных поводов, которые у нас сейчас есть. Так, ну турнир сложился просто чудесно. В первую очередь, потому что я его выиграл, но, в принципе, и качеством игры я более чем доволен. В принципе, мне кажется, для меня, если бы я выиграл турнир, но играл бы плохо, я был бы не так доволен. О, советская шахматная школа, узнаю. Да, мне в первую очередь нравилось, как я играл, и очень важно еще с психологической точки зрения было выиграть, потому что у меня вот в этом году и в прошлом тоже, ну вот с Grand Swiss начинаем, Grand Swiss, потом Аэрофлот, потом еще что-то было, по-моему, суперфинал, да, вот 3 партии, ну вот 3 важные партии я проиграл, и была какая-то вот... Не очень себя хорошо по этому поводу чувствовал, вот, но... 3 важные партии, в смысле, на каждом из этих турниров была одна важная партия, которую вы проиграли? Или? Да, то есть на Grand Swiss я весь турнир, по сути, лидировал, последнюю проиграл Гире. Да, ну скажем, что это был предельно ответственный момент, Да, такой важный вот, момент да. в карьере, можно сказать, наверное, да? Ну, по сути, мне хватало ничьей, чтобы отобраться в турнир претендентов, и я вот сделать ничего не смог. И да, потом с ТБТБМ у меня была партия на Аэрофлоте, тоже в последнем туре, я тоже черным цветом, тоже умудрился проиграть, лидировал весь турнир, занял 2 место. И вот с Владом Артемьевым на суперфинале я тоже лидировал. Да, и на тайбрейке проиграл ему в Рапид первую партию, абсолютно имея выигранную позицию. Умудрился ее проиграть и вторую партию проиграть. Ну, в общем, важные моменты, как-то меня что-то подводило, и вот мне было очень важно как-то переломить психологически вот эту серию. Вот, ну и вроде бы... То есть важно было не проиграть Иригаиси в последнем туре? Да, причем вот я каждую партию играю черными, ну вот все 3 партии играл черными, и все вот сильные соперники, и всем как бы по сути нужна победа как будто бы. То есть Гири, там вот он за очки, по-моему, какие-то боролся. Да, он боролся за FIDE Circuit. Да, ТБТБ просто выиграл турнир, потом вот Влад тоже выиграл турнир, и вот Иригаси тоже, он боролся за FIDE Circuit, то есть как бы вот психологически мне было так непросто, но вот эту партию я более чем доволен как провел, вот. Да, она шла одновременно с последней партией матча за звание чемпиона мира, но мы постоянно с Яном переключались, нам было гораздо интереснее, что у вас происходит, потому что там нам казалось, что уже ничего не происходит, но шахматы таят всегда какие-то сюрпризы. А вообще Grand Swiss тяжелым был ударом в том году? Вот в такой все-таки вдруг как бы возник такой, ну не в смысле вдруг, что вы этого недостойны, а в смысле, что в таком сильном турнире удалось так здорово играть и просто быть практически, ну действительно в шаге от турнира претендентов, играя в общем с соперником, который тоже не сильно агрессивен обычно, скажем. Ну да. Нет, ну я в принципе, да, я был в целом доволен тем, что мне удалось в целом хорошо сыграть, это как бы положительный момент, но то, что вот да, именно вот из-за последней партии, так, ну настолько вот близко это было, ну вот именно психологически, мне кажется, я не смог перестроиться, либо я просто устал, потому что, если вы помните, там вот 10-й тур, там, по-моему, 11 туров было, да? И 10-й тур я играл с Пархамом Акшадлу, и я его обыграл белым цветом.
и там была просто ужасная партия, то есть я с дебюта получил там позицию +3, постепенно как-то ее ухудшал, и в обоюдном цветноте его как-то надурил, там просто сам не понял как, и я почувствовал, что я уже, ну, как-то совсем на пределе и физическом, и вообще каким только можно. Вот, да. А нервы сильные были перед партией с Гирей? Ну, я плохо спал, хотя обычно я хорошо сплю, то есть я почувствовал, что здесь что-то не так, и мне еще очень сильно, мне кажется, не повезло в том плане, что я весь турнир черным цветом повторял одну и ту же линию, которую мы там с Сашей Рязанцевым, моим тренером, анализировали перед турниром. Вот, я ее повторял, и это, по сути, новинка. И я вот с гири ее не готовил, но помнил, как, ну, потому что каждый день повторяешь, что-то запоминается. И с гири я ее, значит, применил, но так получилось, что он, ну, настолько много работает над шахматами, что он ее знал еще глубже, чем там я. То есть он еще как бы, он за черных ее смотрел, но он как бы понимал, какая самая неприятная будет линия для меня. И там, ну, как бы мне нужно было очень ответственно играть, там пешки какие-то жертвовать. Ну, в общем, я, в общем, не справился с управлением, так скажем. Вот, да, но в целом, мне кажется, вот последние классические турниры, которые я играл, везде боролся за первое место, но где-то не получалось. Вот положительные моменты есть, но и негативные тоже, конечно. Андрей, а давит как-то ожидания? Все-таки на вас какие-то возлагались, все время возлагаются надежды. Вот у нас никого нет, один только, господи, Есипенко, когда же он там рванет уже в десятку, там что-то такое. Потому что у нас такой получается разрыв, у нас есть Ян, не помнящий, который там в десятке, в пятерке борется за звание чемпиона мира, очевидно, элитный шахматист, да, который уже достаточно продолжительное время находится там, и потом вот вы с Владом. Ну, еще Даня Дубов, да? А? Еще Даня Дубов. И Даня Дубов, да. Но Даня Дубов, он гораздо старше вас. Ну, лет на 6, по-моему, да. Да, то есть Дане уже, по-моему, 27-28, наверное, может 28, а вам 22, да? Да. То Ну, есть, Даня как на бы, 6 лет. Да, ну вот и вот как бы вот это вот, ну и это продолжается уже не первый год, это некое ожидание такое. Это как-то давит вообще или в целом как бы пофиг? Да, в целом я не то, что думаю об этом, если честно. Ну, действительно, есть такое, то, что там про меня постоянно, да, вечно там так перспективная надежда российских шахмат, да, там постоянно. Это я чувствую, конечно, ну, то, что так говорят. Но сейчас, правда, у нас вот молодые подтянулись все-таки. То есть вот Сава Витохин, Землянский, они все-таки, так, хочу сказать, что скоро у них Перспективно, будет. да? Да, скоро они там 2700, мне кажется, свои наберут. Мне кажется, да. Ну, то есть я, ну, и Саву как бы смотрю, как играет, и Землянский, ну, молодцы, мне кажется. Вот, поэтому ребята подтягиваются, вот, помоложе, поэтому это приятно, что у нас там есть. Ну, то есть вы как спокойно к этому относитесь, да? К некому Да, я общественному как-то- такому ожиданию, давлению. Не, ну это важно на самом деле, как-то это все переваривать в себе. Ну да, не, я, в принципе, нормально к этому отношусь, ну, наоборот, приятно, что там еще верят там и так далее. Тоже как-то мотивирует в целом. А ваше развитие, как бы, оно... вот вы чувствуете, что оно идет? Как бы, что вы прогрессируете? Ну, потому что, например, я никогда не понимал, что человеку говорят, ну, если там 17 лет сейчас, и ты там не в пятерке, ну, какие у тебя уже шансы? Там, если ты не Гукеш, условно, ну, что там, вот есть Гукеш, а если там... Ну, все по-разному, наверное, развиваются как-то, да, не обязательно там в 17 лет, как бы, облистать. То есть шахматы по-прежнему интересны, по-прежнему есть мотивация, по-прежнему хочется в них добиваться самых серьезных высот? Да, 100% хочется и работаю над шахматами. И вот мне кажется, на самом деле, вот у меня пик был по рейтингу там около 725, по-моему, в 18 лет, кажется, если не ошибаюсь. Но, естественно, я пересматриваю партии, ну, как-то так, мне не очень нравится, как я играл. То есть я вроде, ну, по рейтингу и по результатам, то есть я в Вейконзе 2 раза играл, но один раз третье место занял. Магнуса обошел, в принципе, обыграл тоже. И вот во втором вейке тоже, в принципе, ну, неплохо играл какую-то. Ну, точнее, играл плохо, мне там как раз-таки очень везло вот в этом вейке, во втором, в 22-м, кажется, году. Вот, поэтому мне кажется, сейчас мне больше нравится, как я играю. И в целом я чувствую то, что я как-то развиваюсь. Поэтому я все-таки рассчитываю, что... Как можно лучше играть и при этом иметь И меньше хуже рейтинг, да? результаты. Ну вот, как-то я как-то верю в поступательное такое развитие. На самом деле, вот, по сути, если так посмотреть, у меня был один супер провальный турнир в этом году. Я сыграл в Шардже, минус 25 пунктов по рейтингу. Сразу, да? Да, то есть это, ну, это вообще недопустимо. Ну хорошо, там, если
неудачный турнир, ну, сыграть там минус 10 хорошо, там, ну, пару партий, ты действительно как-то рейтинг отобьешь, но 25 это, ну, надо весь год уже просто стараться его отбить. Там просто я с ума сошел, не знаю, там как-то все вообще мимо, вот. Но, с другой стороны, все турниры, да, в классику, не знаю, суперфиналы для меня такой несчастливый турнир, я там всегда не очень хорошо играю, как будто бы. Если, кстати, если бы я суперфинал в своей жизни не играл, я бы, наверное, уже 2750 имел. Я так подсчитывал. Может, надо с Петей позаниматься с Вилли? Вот, может быть, надо в него Перенять совета. удачу как-то немножко так. Да, может быть, узнать секреты. Вот, да, поэтому мне кажется, что развитие идет, и вот сейчас с Сашей Рязанцевым занимаемся активно, и вот у меня вот друг Давид Паровян, мы с ним тоже работаем. Но на самом деле я в целом вот 18-19 лет, я вот вспоминаю, но я как-то совсем, ну, как ребенок, действительно, ну, просто... В смысле, ну, играл или... Ну, сам по себе даже как ребенок, ну, вот в целом, ну, такое вот у меня ощущение складывается, как-то назад смотрю, то есть я же недавно, буквально в прошлом году перебрался в Москву, то есть я сам из Новочеркасска, я там всю жизнь жил с родителями, там сидел, ну, в комнате, занимался, там что-то там, блиц играл, не знаю, как-то особо не было ничего, каких-то вот таких взрослых мыслей. Сейчас я переехал в Москву, какая-то самостоятельная жизнь началась, и мне кажется, мне тоже это как-то помогает и в шахматах, может быть, что-то вот новое, какие-то новые эмоции, какое-то взросление, может быть. Мне кажется, я только сейчас вот более-менее начал взрослеть, 18 лет, я там как вот сейчас 14-летний какой-нибудь индус примерно, может быть. Это комплимент сейчас может быть. Слушайте, а что значит не планировали как-то, вот когда жили там с родителями в Новочеркасске, как не планировали? Ну вы же занимались тренерами, как бы выступали на международных соревнованиях, причем очень успешно в юношеских, детских юношеских. Я амбициозно как бы занимался, все как бы я планировал, да, естественно, но просто я про то, что, ну, все-таки, когда с родителями живешь, ну, все-таки как-то... Не взрослая жизнь. Ну да, не взрослая жизнь, может, мне этого и не хватало. По крайней мере, я люблю так думать, что сейчас я переехал, и, ну, действительно, мне нравится, как я играю в последнее время, по крайней мере, в классику. В блиц быстрый это ужас какой-то. Вот, не любите это дело? Не, я очень люблю, но просто не могу, не получается просто. Ну, то есть я вот в интернете, кстати, играю там на ческоме, ну, какой-то солидный рейтинг, там в титульниках стараюсь бороться, правда, никогда не выигрывал титульник. Ну тогда да, конечно, наше интервью неполноценно. Какой блицор, да. Вот, но какой-то солидный рейтинг там набрал, и результаты в интернете, по крайней мере, улучшились, но вживую что-то я... Не знаю, в чем проблема, надо думать. А в Нью-Йорк часто поедете? Поеду, да, но целей не ставлю каких-то амбициозных, просто... А больше нравится в классику играть или в быстрый контроль? Мне во все на самом деле нравится играть, мне и в классику. В классику просто лучше всего получается, поэтому и нравится больше. Вот. Но в блиц быстрый тоже люблю играть. И вот с Давидом мы там постоянно сидим, там играем, много партий. Вот, в принципе, обожаю и быстрый, и блиц, и классику. Это любовь к шахматам, ну я вижу, что вы очень любите игру, она с детства возникла или постепенно росла? Да, кстати, не могу сказать, что я прям в детстве сильно любил. Мне кажется, вот со временем как-то начала проявляться, потому что я в детстве, ну, как любой, наверное, подросток, я все-таки, ну, как сказать, больше любил не в шахматы играть, а в какие-нибудь там игрушки помимо шахмат. Вот. Например, вот в детстве в какой-то момент, я вот совсем маленький был, мне кажется, может, лет 10 было, и, значит, мне папа давал играть в Counter-Strike. И в какой-то момент мне это настолько понравилось, что я уже просто там, ну, не мог. У меня уже истерики были, когда мне там не дают играть. Вот он в какой-то момент как бы... подсек это и закрыл, в общем, Counter-Strike для меня. И дал шахматы. Да, дал шахматы, но он как бы... Вот я могу сказать, что он скорее... Утешение такое. Я был не очень доволен, да. Вот. Но, как бы, мне кажется, он отчасти заставлял меня заниматься, папа, именно в какие-то моменты. То есть я задачи вот не любил решать. То есть, наоборот, папе за это спасибо, то, что он там заставлял решать. Не то, что там это было так жестко, просто, ну, спокойно как бы заставлял.
Вот, я задачи решал, помню. Вот были моменты, знаете, как раз про читерство. Так. То есть папа куда-то уезжал, я решал задачи. Ну, он сказал, вот там 10 задач не решишь, там, не знаю. Короче, в общем, надо 10 задач решить, там, условно, или 15. Я на Честемпе тогда решал, есть такой сайт. Да. Вот. Я, значит, сейчас сижу, и уже первую задачу, то есть там папа приезжает там через 3 часа, условно, я первую задачу уже, ну, не могу решить. Я уже просто, у меня мозг скипает, ну, просто уже ни в какую. И я, ну, уже понимаю, что папа приедет, что-то надо делать, и я иду там, открываю Chess Assistant тогда был, ввожу эту позицию, ну, и типа вот решил. Вот такие моменты у меня были, единственные моменты читерства вот в детстве такие. Вот. Ну и папа такой, да, молодец, порешал, все хорошо. А я как бы терпеть не мог эти задачи. А сейчас, когда Саша ставит задачу, как? Терпеть не могу. Да. Не могу вообще. То есть нравится играть больше, чем заниматься, да? Ну, мне нравится играть и смотреть дебют, смотреть эндшпиль, но задачи решать я не очень люблю. Вот. Но так, конечно, вот сейчас именно как вот со взрослением, там вот лет с 18, мне уже начало нравиться играть. Ну, в смысле, играть не всегда нравилось, но вот заниматься, там дебюты смотреть, я вот это удовольствие получаю и сейчас, и вот тогда тоже. А если возвращаться в детство, когда вот произошел какой-то, может быть, такой вот перескок, когда вы поняли, что шахмат это чуть больше, чем Counter-Strike для вас, что это что-то какое-то, может быть, дело жизни, или вот, что вы этим будете заниматься, скорее всего. Было что-то такое? Я, честно, как-то об этом не думал. Вроде вот, ну, просто какие-то вот с тренерами что-то занимаюсь, там турниры, как-то таких прям мыслей у меня глобальных не было. Ну вот в какой-то момент, может быть, меня лет вот 18-19 в США стали приглашать вот, в университеты поступать. Вот это, ну как нормальная практика, мне То есть кажется. вы тогда уже Карлсона обыгрывали, нет? Ну тогда да, ну может раньше. То есть тогда уже как бы возникла идея, что может Да. быть шахматы это надолго, и если в Вейконзе обыгрываешь Карлсона, ну как бы так, Да. можно заподозрить что-то уже, да? Да. Нет, Ну, а вот в может, детстве, раньше. ну вот там условно, не знаю, в 10 лет, в 12 лет, или это просто было такое хобби, которым вы занимались и занимались себе так? Да, сложно сказать. Я, если честно, даже не помню. То есть я в детстве, у меня память очень избирательная, я такие моменты даже не помню толком. Но вот, например, в 10 лет я выиграл чемпионат Европы, но я как бы и чувствовал такую в детстве доминацию как бы над остальными, именно вот по детству чемпионаты мира, чемпионаты Европы. Я чувствовал, что я в принципе сильнее. Ну, почти на всех чемпионатах мира, чемпионат Европы, которые я ездил, всегда фаворитом был. Вот. Но таких мыслей, то, что там шахматы, это как-то само собой для меня разумеющееся было, я даже как-то не думал. Я как бы думал, ну, буду шахматистом, да. А родители поддерживали это все? Да, конечно, ну, папа очень поддерживал, ну, мама тоже, конечно, но папа в первую очередь, он мной занимался, по сути, вот в 5 лет он меня научил играть, и там лет в 7 я начал там более-менее серьезно заниматься, 7-8 лет, и вот, не знаю, до лет 15 мы вообще постоянно вместе ездили, потом я как-то уже, там, может, 16 лет как-то где-то сам поехал, ну, всегда мы как-то на связи, всегда обсуждаем, Молодец, всегда папа молодец, думает. папа. Да, конечно, Молодец, папа большую роль сыграл, конечно. Как папу зовут? Евгений. А по отчеству? Сергеевич. Молодец, Евгений Сергеевич. Да. Я очень люблю пап, которые помогают, и мам, соответственно, тоже, родителям, которые помогают детям встать на какой-то путь. Это самому часто не просто. Да. А если от родителей уйти к тренерам, вот кто какие-то такие вот вехи, кто как бы оказал наибольшее влияние? Угу. Ну вот, мне вообще повезло изначально, что я вот из города Новочеркасска, как я уже говорил, в Ростовской области. И у нас в городе живет международный мастер Алексей Корнюков, который как раз вот я буквально сразу там научился, там более-менее когда играть, я пошел к нему и ну, до какого-то уже серьезного уровня он меня довел. То есть действительно повезло, потому что в Ростов ездить постоянно, ну там километров 40-50, ну не всегда Тяжело, удобно, да. А у нас в городе такой шахматист, международный мастер все-таки. Это прям очень было хорошо. Вы с ним занимались в каком возрасте? По-моему, вот лет 8-9, где-то так, я думаю. А потом уже лет с 10 начал с Кряквиным Дмитрием Вадимовичем заниматься, да. Вот. Да, ну, кстати, больше всего я, наверное, вот запомнил занятия с вот Корнюковым Алексеем по детству, потому что я помню, приходил к нему домой, там какой-то кабинет, какая-то шахматная атмосфера, книги, там шахматы. И как-то, мне кажется, кстати, тогда, может быть, я и полюбил отчасти, может быть, шахматы. Мы там что-то двигали, ну, весело было, просто я вот как-то
ты запомнил. С Дмитрием Вадимовичем тоже очень... Ну, с Димой уже, наверное, все было серьезно, да? Ну, уже дебют какой-то там, что-то, да, уже как-то более серьезные были такие шахматы. Вот. Но чемпионат Европы, по-моему, не помню, с ним я выиграл или не с ним, с Дмитрием Вадимовичем, не помню. Ну, в общем, тоже огромное влияние оказал. Да, затем... Ну, то есть я вот занимался, могу сказать, вот с Сергеем Шиповым занимался какое-то время. А полезным оказалось? Я думаю, со всеми было полезно в какой-то мере, где-то больше, где-то меньше, не знаю. Вот, но с Алексеем Древым тоже, помню, занимался. Боюсь, кого-то из... Просто много было людей, с кем занимался. С Константином Руфовичем Сакаевым. Кстати, Замечательный большой... специалист. Да, он очень сильный, на самом деле, очень хороший специалист. Такой прям вот класс вот у него, очень серьезный. То есть пытались так от всех что-то взять? Да, ну там какие-то сборы, вот там вот Константин Руфович, на сборах мы занимались. Ну вот еще какие-то тренеры, вот Шерешевским, Михаилом Израилевичем мы тоже занимались, вот в Сириусе, помню. Евгений Томашевский, помню, туда тоже приезжал. Ну то есть вот такие вот сборы были с многими шахматистами и с тренерами. И все, конечно, оказали какое-то влияние. Вот, но потом, конечно, вот с Юрием Рафаэловичем мы начали работать. Дахаяном, да? Да. Это в каком году произошло? Кажется, в 18-м или в 19-м, или в 20-м, вот где-то, у меня память, говорю, вот избирательная очень такие моменты. У меня такая же, да, то, что как-то Да. кажется, почему-то что-то запоминается на всю жизнь, а что-то, да. Да, вот у меня то же самое. Вот, с Юрием Рафаэловичем, конечно, тоже было, но это прям уже так... Это было уже масштабная такая работа. То есть он взялся, как всегда, да, ваять статую. Он же как бы не работает просто с кем-то, ну там, поработал, разошелся. Он же как бы, как вот там, Каспаров, 10 лет, потом он Корякина, значит, как бы создал, потом девочек как бы тоже все, чтобы по науке было красиво. Да, ну я помню, у меня первое впечатление, мы приехали на сборы, я вот недавно пересматривал интервью как раз вот с вами, Юрия Рафаэловича, и... Да, он тоже говорит, что вот мы приехали с Лешей Сараной, вместе занимались с Юрием Рафаэловичем, в группе как бы приходили к нему в номер или в какой-то отдельный номер, садились, вот, и мы сразу на бумажке там выписывали, что мне интересно посмотреть, там, что ему, там, я имею в виду Леше, интересно посмотреть. Потом Юрий Рафаэлович проанализировал все наши партии, тоже на листке выписал там все, что он думает, слабости, над чем нужно работать и так далее. Вот, это, конечно, тоже такое впечатление, такой профессионализм показал, да, и о Юрии Рафаэловиче я вот всегда поражался его как бы работоспособности. То есть я вообще таких людей, наверное, не встречал. То есть он на сборах сидел постоянно у компьютера, постоянно что-то анализировал. Ну, привычка еще. Ну да, всю ну жизнь просто... так жил, да. Да, вот это вот. С Каспаровым там по 45 дней сбора. Да. Я никогда не забуду, когда он мне пришел, как мы с ним, он когда я работал вот в федерации, руководителем федерации, он был тогда тренером сперва женской сборной, потом мужской сборной. И он ко мне приходил так, ну, больше поболтать, мне кажется, ну, мы обсуждали какие-то якобы вопросы, связанные с командой, хотя я ему всегда сказал, что, Юра, это вообще меня не касается, ты как бы рулишь. И как-то, а я его все время пытался вывести, чтобы он что-нибудь про Каспарова рассказал. А он же, ну, как бы могила абсолютно, он никогда ничего не... Я как прекратил все. И что-то потом там, я ему там еще опять спросил, он такой, Илья, говорит, ты понимаешь, мы уезжали на сборы на 45 дней. 45 дней, без перерывов, без выходных, без нормальных ночей, говорит, я там только занимался шахматами, ел и иногда спал, говорит, все, мне так понравилось такое описание, что он, в смысле, что он не хотел даже вспоминать об этом, что это было тяжелое время, но оно его научило, конечно, работать на износ. Да, но Юрий Рафаэлович просто до того, как мы начали заниматься, мне вот многие рассказывали, что Юрий Рафаэлович такой прям кремень, очень жесткий, там какие-то фразы, да, на самом деле, не знаю, у нас ни одного вообще даже малейшего каких-то конфликта, вообще ничего, то есть все максимально спокойно, добродушно, там шутки, вообще только такое впечатление осталось, Юрий Рафаэлович. А мне кажется, он мог еще мимикрировать под ученика. Да, наверное. Может, он понимал, что вам нужно наоборот, как поддержка, нужно как бы, да, психологически поддержать, а не как бы чморить. А может быть, с другими ему казалось, что нужно может быть, кстати, подстегнуть кого-то. Он был очень умным человеком, Юра.
А, то есть вы с ним работали вплоть до его как бы внезапного ухода, скажем так. Да. Мы То есть у вас уже сформировал, он же работал только, по сути, с вами, да, в тот момент? То есть у вас сформировались такие Ну да, мы вот вместе полноценные рабочие отношения. Да. Потом вот с Александром Мотылевым как раз мы вообще работали вместе. Юрий Рафаэльевич. Ну, у них пара да, была, так сказать. Да, мы вместе как бы работали. То есть Александр Мотылев тоже огромное влияние оказал, как и Юрий Рафаэльевич. Вот. Поэтому, да, тоже я ему благодарен. Тоже прекрасный тренер. И, в общем, мне очень тоже нравилось с ним. Да, потом вот следующий вот сейчас тренер Саша Рязанцев. Вот мы до сих пор с ним работаем. Тоже вот результаты вроде улучшились. Угу. Какие вообще, даже не планы, а какие цели вы перед собой сейчас ставите? Спортивные. Цели? Ну, хотелось бы, ну, как сказать, ну, в идеале, конечно, за турнир претендентов побороться. А вот Кубок мира будет, Гран-свиз будет. Понятно, что не просто все как бы хотят, да, все будут бороться, но почему бы не попробовать? Время есть. Планирую прям масштабно начать готовиться и спортивно, ну, с физической точки зрения, и психологически как-то работать. Ну и, конечно, по шахматам. То есть прям это очень важный турнир, я на них как бы рассчитываю. Но глобально просто хотелось бы рейтинг как-то повышать, подниматься, так сказать, в ранке. Вот. Ну и игру в быстрые контроли тоже хотелось бы улучшить. Правда, турниров не так много в последнее время. Вот мне интересно как раз на что сейчас вы настраиваетесь, вот условно в будущем году, может быть через год. Сейчас какой-то бардак такой, в хорошем или плохом смысле, не знаю, потому что турниров очень много, все в разные контроли. И так получилось, что турниров очень много, но классики мало, рапида мало и блица мало, именно потому что их стало как бы вот, ну, поровну, может быть. Сейчас в классику-то осталось буквально 5-6 турниров больших, не швейцарок. Классических турниров осталось, по сути, там Вейк, Норвегия, фидовские турниры, вот Кубок мира и Гран-свиз, Сент-Луис. Ну, туда как бы... Ну, никуда, по сути. На козе не въедешь, да. Никуда не въедешь, к сожалению. Никуда не въедешь из-за как бы политической ситуации. Ну да, я думаю. То есть остается только турниры ФИДа играть, только на них рассчитывать. И как вот приоритеты выстроить? Как бы турнир претендентов, он зачем нужен? Просто хочется попробовать себя на этом уровне или хочется отобраться на матч на первенство мира? То есть... Не, ну глобально все-таки я хотел бы побороться за, так скажем, за звание чемпиона. Вот, не знаю, там получится, не получится, но для этого как бы работаю глобально. То есть, ну, в общем, классика у меня, так скажем, в приоритете. И хотелось бы вот именно в классику. Я сейчас не понимаю этих разговоров, то, что классика там умирает, что там невозможно играть, мотивации нет и так далее. Всех можно переигрывать, если достаточно там работать и не сказать, что все просто играют там на уровне компьютера уже. Ну, компьютер уж ты проиграешь, ну, можно как-то так улучшить свою игру, чтобы просто переигрывать всех глобально. А вот как это воспринимается в общении между вами, шахматистами, вот что происходит с классикой? Ну, очень многие, вот то есть я вот с кем не говорю, все говорят, что там классика, ну сколько можно, там ну уже вот быстрый блиц, там давайте как-то ускорять, в общем, шахматы. Я в принципе-то согласен, то есть там даже если посмотреть на эту ситуацию, то что вот Магнус ушел, насколько я понимаю, что Магнус бы не ушел, если бы просто ФИДа согласилась как бы на его условия, то есть там 2 партии в день и вот ну как бы ускорение просто контроля, и он бы, как я понимаю, остался. И, ну, все-таки мне кажется, что ФИДе нужно было оставить, ну, пойти просто навстречу Магнусу, все-таки человек не последний в мире шахмат, да, вот, и поэтому, да, можно было просто... Ну, даже, я бы сказал, что не сколько пойти навстречу Магнусу, а может быть пойти навстречу просто времени, да. Современности, жизни, которой мы живем сейчас, да. Да, наверное. Ну, а с другой стороны, они всегда скажут, вон у нас какой успешный матч прошел, значит, какая борьба идет, 14 партий и все такое. Ну, я просто немножко расстроен, что, ну, очевидно, ну, что Карлсон сильнейший шахматист, всем это очевидно, и сейчас, ну, вот Динг стал чемпионом, то есть уже как бы... Ну вот Макс Эйви, да, такой чемпион мира, так скажем. Не сильнейший был в тот момент шахматист, да. Но сейчас вот еще как бы 2 чемпиона мира таких, которые, так сказать,
с вопросами. То есть не сильнейшие в данный момент, очевидно, и тот, и другой. Поэтому это немножко неприятно, как-то звание как будто бы чуть потеряло свою вообще Потерял, силу. конечно, Да. потерял. Вот это немножко неприятно, конечно. Я забыл, какой изначально был вопрос. Я тоже. Вы что-то меня спросили, Я спросил, мне интересно сейчас, как приоритеты вот вы выстраиваете, и что думают по поводу контроля шахматистов. Ну, потому что одно дело то, что говорится как бы в официальных, скажем так, интервью, да, об этом особо даже никто, может быть, и не спрашивает. А просто такие ощущения, мне интересно вот ощущение, что происходит на турнире, вы там обедаете, обсуждаете контроль, не знаю, вот как вы на это смотрите? Ну, элитные шахматисты, как бы победители крупных швейцарок, условно. А сейчас швейцарка это уже... Раньше там ты участвуешь в швейцарке, значит, ты вообще там никто, как бы, звать тебя никак. Сейчас в швейцарке играет Фабиано Каруану, 2800. Ну, его как бы вынуждают, к сожалению, неграмотные люди это делать. Может быть, не понимаешь, что такое швейцарка, но... Как на это вот, куда мы идем, как бы, как выстраивать свой календарь, когда весь год забит турнирами, но при этом в каком-то, если выступать только в классике, ну ты будешь играть там, да, но играть негде, да, ну потому что ты не сыграешь во всех турнирах классических, да, где-то там по паспорту не пригласят, где-то просто не пригласят, и остается там Гранд-Свис, Кубок мира и суперфинал, по сути. Если только играть классику. А ну как-то жить еще нужно, зарабатывать нужно. Да и хочется, наверное, больше играть в шахматы. Ну что такое там, не знаю, 25-30 партий в год. Ну это вообще ничего. Ну, да. Даже Ботвинник говорил, мне надо играть не больше 70. То есть, ну, там или сколько он рекомендовал. Да? То есть какое вообще, мне интересно, вот какое вы выбираете направление для себя сейчас? То есть только классика или быстрые тоже играем? Как бы вот как это все работает? Ну вот проблема в том, что мне вот условно в быстрых-то негде играть, кроме чемпионата мира. Ну, чемпионат России есть, который, ну, вот поехал, я сыграл. Ну, как бы, ну, я рад его сыграть, но просто буквально негде играть блиц и быстрые. То есть проходят эти, насколько я понимаю, гранд-чес-туры, да, вот Rapid, блиц, там они играют, ну, как там сыграть, да. Вот, поэтому у меня классика в приоритете. Могли бы быть быстрые в приоритете, если бы меня куда-то звали. Вот. Но и классики, то есть Вейк, понятно, не позовут, в Норвегию не позовут, то есть в Сент-Луис тоже не позовут. Ну, то есть остается играть вот эти швейцарки, либо турниры ФИДа, которых буквально там 2, да, то есть Гранд-Свис и Кубок мира. Вот, поэтому, да, вот просто, ну, у меня как-то более-менее распланировано уже на следующий год опены, там, на пару месяцев хотя бы. То есть какие-то лиги я играю, то есть немецкая лига, я там приезжаю на какие-то партии, французская лига в мае-июне, по-моему, играю, плюс какие-то опены. Вот так у меня как-то строится, это мой календарь. Вот, ну, классика, наверное, в приоритете у меня. Но про других шахматистов, по крайней мере, из России не могу сказать. Наверное, тоже классика в приоритете, потому что им тоже негде играть в быстрые блиц. То есть вот были турниры Ческома, про который я постоянно забывал. То есть я постоянно там в самолете был или что-то. Я еду на какой-то турнир, мне там Давид говорит, что там турнир, ты пропускаешь турнир. Я думаю, ну елки-палки, там хорошие деньги разыгрываются, хорошие шахматисты. И вот сейчас там можно было отобраться теоретически, где они там играют. В Осло, по-моему, да? Вот сейчас будут играть. Вот, я-то, в принципе, не так плохо играл, более-менее, учитывая то, сколько раз я там играл, я более-менее играл и мог, в принципе, побороться, мне кажется, но, да, все забываю, в общем. Ну, значит, это не так важно, да? Ну, вот я как раз планировал с этого года, думаю, ну все, я серьезно буду их играть, но насколько я понимаю, что они как-то будут это сокращать. Ну, мне кажется, что они будут постепенно с этого рынка уходить, да. Наверное, вот очень много расходов, и непонятно, зачем им это по большому счету. Да, нужно. только критика может быть какая-то. Ну, они это начали же, когда в пандемию ЧС-24 очень сильно с этим выстрелил. Да. Они еще были конкурентами тогда, и они начали в пику ЧС-24 что-то делать, и в итоге зашло это слишком далеко. То есть, мне кажется, расходы не только финансовые, но и, скажем, эмоционально нервные, связанные с этим, очень большие, потому что Владимир Борисович это все отсматривает, все пишет, тут твиты, да, то все. Да. То есть они понятно, что как бы должны эту проблему тоже как-то решать. Ну и, видимо, будут решать ее постепенным как бы вырезанием опухоли, а не медленным лечением. Поэтому... Ну да, к сожалению. А что думаете по поводу читерства вообще? Такая уж большая проблема, как говорят, или... Мы все преувеличиваем. У меня мнение постоянно меняется. Вот изначально я был прям такой, читерство, да, там все читерят, там вот так я думал.
Вот Матвей Гальченко тоже, я вот знаю вас там с Да. Матвеем тоже. Так он сейчас чемпион России по блицу. Что мне сейчас, что Так теперь в том-то скажешь, дело. что вообще Я просто, непонятно? я же играл за команду вот с Матвеем Да. в Сочи. Да, И я играл там тренировочные партии с Матвеем. да. И Матвей там играл, ну вот против Айка Мартиросяна, который 3-е место занял там на чемпионате мира. Но он так, знаете, ну и меня обыгрывал, Да? и Айка так, то есть, не знаю, на меня впечатление произвел. То есть мы буквально, вот сейчас я играл зажигалка матч Да. в интернете какой-то. Ага. Вот, и потом Матвей тоже там был, мы сели поиграть, но он меня там просто переиграл в какой-то французской, как просто как бараны, если честно. Ага. Ну, то есть, вот я просто понял то, что многие действительно научились играть в шахматы сильно. То есть вот на Влада Артемьева посмотрите, он ездит по турнирам, вот сейчас он тоже играл в Катаре, но он выиграл там несколько партий, может партии 3, сделал все ничьи. Да. Все ничьи с игроками 2-300, 2-400. Ну и там кто-то поддавливал там вот так плотно довольно. То есть это действительно, ну, мне кажется, что... То есть люди просто научились играть в шахматы? Да, и в блиц. То есть я вот на чемпионате России тоже вот сейчас играл по блицу, по быстрым. Ну, я там не гениальный блицор, конечно, но все равно как-то играю. Вот. И там 2-300, 2-400 люди, да даже вот Матвей, ну, очень непросто с ними. То есть, мне кажется, просто... А как это произошло? Так что случилось? Я так обеспокоился, что случилось. Ну, мне кажется, вот пандемия, вот все курсы вот начали выходить, вот Chessable, Modern Chess, как-то все просто нечего делать, просто сидят, все шахматами занимаются. Вот сейчас буквально в Катаре тоже Надирбек Абдусоров в первом туре проиграл иранцу, 2-370 у него буквально рейтинг. Я просто смотрел, ну там какая-то шикарная партия, ну на уровень, я не знаю, там 2700, может, сыграл этот иранец. Просто там разорвал. Я там еще смотрю 5 минут на позицию, не могу понять, потом понимаю, какая у него идея там через 5 минут. То есть действительно, ну, могут показывать все хорошие шахматы. Этот иранец, его вроде многие подозревают, то есть он там в титульниках постоянно там хорошие результаты показывает, но действительно может играть. И да, мне кажется, что проблема существует, но не в таких масштабах. Я даже когда вот играю титульники, я даже не помню, когда я последний раз там видел, ну, что-то чувствовал, да? что меня, чувствовал, что меня, может, там компом, так скажем, обыгрывают. Но мне говорил один уже ветеран, скажем, мировых шахмат, не хочу называть кто, что он в какой-то момент понял, что люди реально научились просто играть. То есть он тоже думал, что читерство, не читерство, пытался как-то в этом разобраться и понял, что просто реально люди, которые сейчас 2500, это вообще не 2500, это скорее всего, многие из них, если они молодые, это 2600, 2650, Ну может да. быть, где-то 2300, это вообще не 2300. То есть у нас рейтинговая система безнадежно отстала от жизни, она вообще не показывает ничего, и люди сейчас за гораздо более короткий промежуток времени именно из-за наличия огромного объема информации могут научиться играть в шахматы. Может быть, не такая сложная игра, как ее малюют? Ну, может быть, да. Ну, вот я действительно считаю, что просто люди как будто бы просто лучше стали играть. Ну, понятно, об этом как бы действительно могут быть случаи читерства. Вот, например, я когда в процессе смены мнения вот так вот находился, то есть меня вот обыграл в титульнике, не буду тоже называть фамилию, но один из таких, мне кажется, самых подозрительных, может быть, имен. Одно из самых подозрительных. Да. Имя, в общем, на ческоме. И то есть там была позиция какая-то, знаете, то есть он меня переиграл абсолютно, уже позиция там минус, то есть я белыми, там минус 3, минус 4, ну как угодно. Я уже хочу сдаться, уже держу эту кнопку, вот, и вижу, как, ну, простейшая тактика, я проигрываю. Значит, он делает ход, я думаю, так, что вообще за бред? Может, у меня шансы появились? Ну, там через 2 хода я сдался, естественно. Вот. Я потом смотрю, а это вот этот ход, который я вообще не понял, это первая линия. И он вообще для меня абсолютно бессмысленный, но первая линия, тем не менее. Хотя можно было выиграть, ну... Гораздо более простым да, способом. Ну просто там буквально тактика, первый разряд буквально, ну и сдался. Вот. И я тут как-то так немножко напрягся. И еще один человек тоже вот меня как-то обыграл как полного лоха, так скажем. Вот.
Поэтому несколько имен, конечно. Нет, понятно, что я думаю, что присутствует и то, и то. В этом и проблема, что огромное количество людей научилось играть в Да, но шахматы. еще и, может быть, в какой-то момент, Но конечно, еще кто-то... и те же самые, кто научились играть, они еще иногда и подкручивают в Да-да-да. эту проблему, подрубают немножко, да. Да, может быть, кстати. Но глобально, мне кажется, мне вот просто единственное, вот Владимир Борисович как бы правильное дело делает в целом, но просто как это происходит, то есть, да. ну вот там любая ничья с игроком там 2-300, 2-400, она как бы воспринимается как что-то невозможное, даже в Блиц, хотя, ну, это на самом деле возможно. То есть вот Конечно, то возможно. современный Нет, но мир он уже живет такой. просто, мне кажется, представлением вот о шахматах, которые у него всегда были. Ну вот он Крамник там выиграет у Каспарова, а тут какой-то человек, с которым он там в парке может сыграть просто за бутылкой пива, там, не знаю, который он никогда не будет пить и не будет ни с кем играть никогда. Ну да. Но он вообще не понимает, что такое 2300, 2400. Он вот мыслит как бы 2000 годом, когда это были, ну в лучшем случае, да. там кандидаты в мастера, которых он там Ну чешет. тогда действительно, мне кажется, так и происходило. Ну, То так есть и легко происходит. Ну, просто. тогда и за пределами десятки примерно то же самое было. Сейчас же вырос Ну да. еще, мне кажется, средний очень уровень. То есть вырос уровень от 2700 и выше. Ну, а 2600 все эти плотные. 2600 которых, да. очень плотный, поди обыграй его. А раньше, конечно, он приходит там и выигрывает каждую партию. Где-нибудь он там на клубном встретит их условно. И Выиграть они все партии, смеются да. там, что он там человек играть не умеет. А сейчас, конечно, вырос очень уровень. И конкуренция выше стала вообще в шахматах Да, за да. последние годы, да? Ну, она, мне кажется, уже как только я начал играть, она уже, в принципе, была высокая, как-то молодые подтягивались. Вот. Но сейчас, конечно, как они вот все спрогрессировали, все индусы там. Ну, ты сейчас с Оригаиси, вы сейчас, извините, с Оригаиси играли в Катаре. Как ощущение вообще? Что он агрессивный, он такой малый, да? Он агрессивный, в принципе, но меня очень впечатлила его дебютная подготовка. Это вот, мне кажется, он вот именно в дебютной подготовке он может быть там лучший в мире сейчас. То есть он насколько глубоко, насколько вот он там в тонкостях разбирается. Она, можно сказать, форсированная была в Рогозне линии, да? Есть? Да, форсированная линия, но как раз-таки мне вот мой был план в том, что, скажем, с Гири, с Табатабеем я настраивался, то есть мне была выгодна ничья, и я как бы изначально настраивался на, так скажем, ну поплотнее там, в общем, сыграть. Вот, а с ним я думаю, ну все, пора прекращать, надо Ну, и просто... с ним поплотнее сложно, да? Он Да, все равно там это через да. полную задницу получит игровую позицию. Может быть, да. Но я, в общем, решил максимально принципиально с ним выйти в самую сложную. Вообще думаю, как будет, так будет. Ничего страшного. Это правильно, я думаю. Да, и я, в принципе, во время партии я себя очень уверенно почему-то ощущал, хотя позиция была так, но я как-то вот очень заряжен был и дало, видимо, плоды. Да, но он в целом партию хорошо сыграл. Некоторые решения меня удивили, то, что он так быстро как бы их принимал, хотя позиция была... То есть мне там какие-то, может быть, не нравились варианты, которые он мог бы сыграть. Вот. Но он как-то очень быстро шел на позицию, которая там, я считал, что еще нормально. А по ощущениям это что-то новое, какое-то слово? Я пытаюсь вот просто понять, сейчас у нас чемпион мира сейчас из Индии, да, молодой шахматист, 18-летний Гукеш, Иригаиси, Праг рядом, еще там идут. Вот что-то новое они несут вообще нам в плане шахмат. Вот Иригаиси тоже. Ну, такой взлет все-таки, да, не сыграв ни в одном супертурнире, человек добился рейтинга 2800. Но это немыслимо просто. Да. То есть это Нет, то, как он разрывал эти турниры, это... пробивная сила, что он в швейцарках там набирает 2800. Это как вообще такое возможно? Да, это какое-то безумие просто, я не знаю. То есть что-то в нем должно быть, не знаю, вот вы его партии смотрели, что он там, что это такое? Может, какая-то агрессия или что? Явно же что-то он делает. Да. Хорошо что-то делает. Мне кажется, вот он именно Ригаси отличается как раз, как я сказал, дебютной подготовкой. Он очень конкретно смотрит под соперника. То есть он вот, не знаю, вот именно... Вот если он хуже будет знать дебют, у него, мне кажется, рейтинг сильно просядет. Да? То есть там дебют он, видимо, важен. Да? Он, видимо, работает просто как абсолютно безумное количество часов, наверное, работает. Смотрит очень много. И за счет этого, вот он за счет дебюта очень какой-то умной подготовки, он, наверное, вот добивается таких результатов. Плюс, конечно, он играет сильно, но все же, может быть, не настолько сильно, чтобы там 2800 вот так вот держать. А условно, в случае Гукеша, это, наверное, вот, может быть, единственный человек, с которым я вот сыграл, может, партии 4 в классику, может быть, 5.
Я забыл сказать, я же Гукешу еще проиграл на Кубке мира, зевнув слона в один ход. То есть я вилку зевнул. Это где? В каком году? Кубок мира последний, мы играли, то есть я там нескольких шахматистов обыграл, Сафарли, Вальеха, и мы играли вот с Гукешем. Мы сыграли первую классику в ничью, потом первая партия тайбрейки в ничью, и во второй партии, в решающей, у меня так получше позиция, в эндшпиле без риска, я делаю ход, зеваю вилку и сдаюсь. И вылетаю с Кубка мира. То есть у меня так немножко болезненный... Так не надо делать. Да, болезненный был год прошлый. Вот. Да, но я с ним играл много довольно партий в классику, и сначала вот в 22 году в Билли я его черными очень легко обыграл в классику, и в Рапид тоже легко обыграл, то есть я вообще не понял. То есть о нем уже так начинали, по-моему, говорить, то есть там Олимпиада тогда была, да, по-моему, в 22-м? Да. Она либо после была, либо до. По-моему, после Билли. Ну, в общем, я точно не помню, но о нем уже как бы говорили, то есть такой сильный. Что сильный, да? Да, но я его черными легко обыграл, и Назирбека там тоже обыграл черными тоже. Вроде как-то я особо не понял. А потом на следующий год, в 23-м, мы уже играли несколько партий. В турецкой лиге мы играли одну партию. И играли одну партию на супертурнире в Дюссельдорфе. И я 2 раза играл белыми, 2 раза в Каталонии получил позицию там около 0,8. Ну так, очень хороший, стабильный перевес. И меня просто как какого-то идиота, ходов в 30 просто, на 30 я уже сдался. И я такого вообще не испытывал ощущения никогда в жизни, вот ни с кем. Чтоб так, просто настолько уверенно. Переигрывал, да? Именно переигрывал, да. То есть просто, видимо, на счете, то есть я получал позицию, я там думаю, сейчас буду давить, и он как-то там на счете буквально то ли пересчитывал, то ли просто какие-то ресурсы. Как-то вот очень грамотно переигрывал. И по первой переигрывал. Да. Вот. В смысле, просто сильно шахматист. Да, очень. Вот. Очень сильный шахматист. Да. Как сейчас мы выяснили? Чемпион мира, блин. Да. Как тут? Что тут скажешь, да? Поэтому вот, я не знаю, с чем это связано, как он меня переигрывал. То есть он, видимо, просто считает в хорошей форме, как, я не знаю, как бог. Как комп. Не, у нас бог не может, считает. Да, как бог комп, не фраер. В хорошей форме, в общем, Как он комп. играет как комп, может быть. Поэтому вот что может привнести? Комп? Но в матче он не как комп играл. Но в матче-то слабо они играли, нет? То есть мне кажется, что в матче на самом деле Дин играл лучше в шахматы. Да, но хотя точность, по-моему, по ческому там... Точно ческому мы же не знаем, как определяется. Так да, по игре, как Дин его все время переигрывал. Он там не может выиграть уже там в конце, или не может, скажем так, поиграть позицию просто с перевесом. Дин он получает перевес какой-то там близкий к единице, может быть, даже, да, 0,8-1. То есть хороший, комфортный перевес без риска, он тут же там в ужасе эту ничью делает, одну за одной. В 12-й там он его как ребенка просто переиграл, в 14-й он тоже его переиграл, зачем-то проиграл партию. Но в предпоследнем, по-моему, там Гукеш выигран, да, совсем стоял, потом тоже... Да. Предпоследняя хорошая партия была, прям хорошего качества, такая полноценная. Не в то, что... подвыиграно, наверное, так там, да. Большой такой, да, перевес. Большой перевес был, да, и по позиции было видно. Так матч, в общем-то, прошел в равной борьбе, даже, я бы сказал, с небольшим перевесом Динго, а он у нас считается полумертвым, то есть человеком. Да, наверное. Не выдающий сейчас, точно. Я не представляю сейчас Гукеш матч с Каруаной. Вряд ли он в данный момент там, да. С Карлсоном. Думаю, что с Накамурой, думаю, что с Яном, я думаю, да, очень тяжело будет ему. Вряд ли он с таким уровнем игры сможет играть. То есть у него какое-то разное. Иногда в 30 ходов черными в Каталонии переигрывает, а иногда показывает просто обычные шахматы 18-летнего человека. 18 лет, наверное, трудно как-то так вот. Или они считают, что ли, просто все? Может, они вообще не понимают, что во что они играют, просто тупо высчитывают все? Вот я вообще, если честно, у них как-то, они совсем по-другому, видимо, ход находят буквально. Потому что я ход нахожу как? Вот я какая-то позиция, но я смотрю на позицию, так, вот нравится этот ход. Подумаю-ка я над ним, над этим ходом. А у них, они, видимо, просто считают и потом находят ход. Я просто не понимаю, как они это делают. Для меня это немножко странно все. Поэтому, да, Гукеш для меня, как мне кажется, и для всех, кто вообще про него рассуждал, тоже какая-то загадка. Вот. Кстати, парень сам по себе, он вроде приятный. Видел его один раз в жизни. Мы с ним в Дюссельдорфе там общались, вроде нормальный парень, и Динг тоже. То есть они, в принципе-то сами по себе вроде приятные ребята.
Абсолютно. И тот, и другой. Да. Абсолютно нормально. Нет, ну нормально, причем, мне кажется, Гукеш так себя воспринимает очень серьезно. То есть он не на год пришел в шахматы. Это видно, что Ну это да. человек, который хочет в них доминировать долгие годы. Он очень мотивирован. И мне кажется, у него еще какая-то психологическая, что ли, устойчивость невероятная. Вот эти он выкатывает эти позиции вот на Олимпиаде. С кем он свои играл, там вот это Свои, да. выкатал, да, здесь с Дином в последней партии. То есть он просто сидит, работает, там он играет как полный осел просто. Вот приходит на пресс-конференцию, проиграл партию, ничего, завтра буду бороться, матч продолжается, все отлично, все хорошо. Там Крамник бы с Каспаровым, но сидели бы с каменными лицами, потому что ты играешь как бы плохо, ну какая-то рефлексия, наверное, есть внутри, Ну да. то есть, а у них, видимо, нет ее, им похер. Да, они какие-то совсем другие, просто Да. абсолютно. Потому что Ананд очень переживал, когда плохо играл. То есть он тут ему он ходил, говорил, господи, как противно жить, противно играть, там все такое. А эти, они абсолютно там. Может, Праг другой, не знаю. Но Гукеш, мне кажется, я смотрел пресс-конференции с матча, но вот некоторые партии, ну, мне кажется, вот нашим бывшим было бы стыдно появляться на пресс-конференции. Просто стыдно такую партию играть, нам матч на первенство. Ну, Но это приходит такой довольный, счет равный, борьба продолжается, еще 4 партии, я буду стараться. Да блин, ты играть не умеешь, ну как бы первый разряд какой-то просто, а на лице уверенность в общем успехе. То есть, может быть, в этом какой-то секрет. А может быть, Мешает они... рефлексия вообще? А может быть, они на самом деле очень сильно переживают, но просто план таков, что они там именно на камеру, типа, уверенность такую Может быть. Ну пытают. так нельзя, наверное, все-таки скрыть, нет? Ну, я бы не смог, да. Ну, может, Да. они, не знаю, они там медитируют что-то. Может, они там вообще... Может быть. Вообще рефлексия мешает? Вот вам лично? Да... Или так особо под контролем все? Да, под контролем, в принципе. Я не особо в этом плане, мне кажется. Слушай, а такой вопрос, а история шахмат вообще как-то вот наша отечественная история шахмат как-то вообще влияет, интересует вот наличие там чемпионов мира, не знаю, Карпов, Каспаров, Крамник, там Спасский и так далее. Как-то вообще это шахматные традиции наши славные как-то зажигают интерес? Не, ну я в вырос, борьбе? я вырос на всем этом. Я на книгах Гарри Кимовича. Да. Нужно что-то сказать, да, Да. в этот момент. Да. Вот, я, конечно, на его там великих предшественниках вырос и на всех. И в целом, ну, я помню, кстати, у меня сейчас вот почему-то воспоминания, что я в детстве постоянно смотрел, вот Сергея Макарыча была Да. передача. Да, на НТВ, да? Да. Ой, великолепная передача. Я постоянно смотрел, там какие-то олимпиады. Шахматное что-то. обозрение. Да, шахматное обозрение. Да. И там олимпиада, значит, какие-то чемпионаты мира, сборная. И я там просто думаю, ну вот вырасту там за сборную поиграю. Ну вот такое у меня. Я вот с таким рос ощущением. Там, поэтому, когда меня в первый раз позвали там на какие-то сборы сборной команды, ну, России, для меня это огромное событие было. Я просто там на седьмом небе от счастья был. Вот. Да, и надеюсь, что нас там уже допустят в какой-то момент где-нибудь сыграть хотя бы. Ну, да, сейчас- поэтому, да, я вот вырос на этом, и, конечно, огромное значение имеет. А старые партии осмотрите? Бывает? Я смотрю, но я их просто я их все смотрю, все там анализировал в детстве, но ничего не помню. Ну, может, и не надо помнить, просто Ну, как- может, это не- ж может как-то где-то в подсознании, да, остается. Ну, вот влияет на... меня на самом деле это вот как-то немножко раздражает, что там я смотрю видео, там Крамник условно или там Виши, Ананд могут вспомнить там свои партии 30 лет назад, но я чувствую, что у меня никаких шансов просто нет. Любую Свои? партию, да и свои. Свои вспомните сразу. Не думаю, кстати. Я даже иногда вспоминаю. Вот мы даже проводили эксперимент, я свои партии помню. Это значит, что все Не, ну, может помнят, быть. да. Но мне кажется, как раз Владимир Борисович, например, он сможет партии там, не знаю, 80-х, 70-х Конечно, назвать, конечно. а я нет. А дебют хорошо запоминается? Не-не-не. Тяжело, да? Вообще. А, память проблема, да? Память проблема. Память. А это серьезно. серьезно. Сейчас это, по сути, один из основных, получается, факторов успеха, да? Да, наверное. Сколько бы ты там дома не Мгм. мучил позицию, ее же как-то нужно еще запомнить. Вот это меня, да, немножко беспокоит, что я в плане памяти не лучший, как минимум. Вот. Ну, Саша что говорит, что это можно развить? Я Саше доверяю Рязанцеву в шахматах. Он, по-моему, мне советовал стихи учить, по-моему, что-то такое.
Хороший совет. Вообще полезно. В любом случае, даже Да. если на шахматы не повлияет никак, да, хуже не будет. Я там что-то попытался выучить, уже забыл. Поэтому я выучил, забыл, это все у меня как бы так проходит. Поэтому я, кстати, во время катара я скачал какое-то приложение на телефон, и там, значит, нужно, то есть появляется картинка, фигуры в определенном порядке, и нужно, и потом они пропадают. Шахматные фигуры. Не, просто любые, просто да. какие-то геометрические там вот. И нужно их в том же Восстановить, порядке да? восстановить. И И как? все больше и больше и больше. И я этим старался заниматься. Не знаю, насколько это улучшает там память. или Видимо, улучшает. Результат может налицо. быть, может мне чаще надо этим заниматься, я опять же забываю это делать. Это была проблема. Я в какой-то момент в конце турнира, там полтурнира это не делал, но в последних турах я начал это делать потихоньку снова. А вообще, вот я так пытаюсь понять, вы вот больше, ну, как бы человек или спортсмен? В плане шахмат или Да. вообще в целом? Ну, все-таки, наверное, спортсмен больше. Ну, как-то я не знаю, я вот результат очень люблю показывать, ну, как и все, очевидно. И, ну, расстраиваюсь, как бы, когда не получается. Но вот даже я Гукешу зевнул там на Кубке мира, но я буквально через несколько часов отошел уже. Да? Да, я как-то Может, это спокойно. плохо, нет? Ну, я как-то... Может, должен шрам остаться большой, чтобы потом такого Не, не шрам происходило? остался, просто я Остался, как-то... Да, 100%. Все вот поражения, шрамы точно остались. И я об этом как бы думаю, и думал, по крайней мере, до катара. Вот. Но я просто думаю, ну хорошо, там надо заниматься, и все там будет. Ничего страшного, но, конечно, неприятно. Например, вот я гири проиграл, но следующую партию с ТБТБ вот я на Аэрофлоте играл, но у меня флешбеки были от партии, то есть прям серьезные. И я уже думал, может, там к спортивному психологу, может, там стоит обратиться, не знаю, уже думал серьезно над этим вопросом. Вот, но вот с Регайси играл, и я как-то сумел собраться, и вообще не было никаких, какая-то уверенность просто, и... В общем, в этом вот больше всего я именно этим доволен, то, что мне вот в решающей партии с Регайси, когда ему, по идее, нужна победа, что я как бы смог хорошую партию провести, потому что партия действительно, ну, я смотрел с сильным компьютером, партия неплохая вроде бы. А слушайте, скажите, пожалуйста, вот партия с Магнусом из Вейконзе, так не хочется на этом заострять уж слишком много внимания, но тем не менее не так много на самом деле людей на этой планете, которые в классику обыграли Магнус Карлсон, тем более у него там какие-то серии были, там по 100 партий без поражений. Как это повлияло как-то на как бы уверенность в себе, может быть, ощущение перспектив своих, или это все-таки проходной момент? Ну, нет, точно не проходной, потому что все-таки такое событие это серьезное. И на самом деле вот до партии вот этой с Магнусом, буквально, может быть, за пару лет до партии с Магнусом, я заходил на личес и как-то вижу, что он мне вызов бросил. Он? Да, по минуте, по-моему, там с ним играли. Вот, мы там какие-то партии сыграли, и я как-то такой уровень, я считал, ну просто... У меня было ощущение, что как будто бы вот я без коня там он будет играть, и все равно, может, выиграет меня. То есть у меня какой-то... Я не понимал вообще, как вообще можно там его обыграть. Но как-то я тоже там чуть повзрослел, может быть, да, и как-то его обыграл. Конечно, в полном шоке был очень долгое время. Вот, но не знаю, на самом деле, положительное ли это влияние оказало, или негативное, потому что, может быть, я где-то подрасслабился, может быть. Как-то поверил там в себя слишком рано, когда еще вера в себя как бы и класс не соответствовали, ну, не на одном уровне как бы были, то есть вера в себя была здесь, а класс был вот где-то здесь, по сути. Вот. Нужен какой-то баланс, наверное, поэтому не могу сказать, кстати, я вроде занимался шахматами, но не сказать, чтобы прям, так скажем, там целыми днями. То есть для меня это уже как-то в привычку вошло, я просто не могу представить день, там, что я что-то не посмотрел, там какой-нибудь дебют там не подвигал, но прям такой супер плодотворной работой тоже, наверное, нельзя назвать. Вот. А сейчас как бы, мне кажется, в этом плане я начинаю чуть как-то... Ну, без этого, наверное, не получится. Ну да, конечно.
Хотя насколько вот работа в шахматах все-таки, вот процент, скажем, то есть с увеличением процента работы, насколько прям уж увеличивается процент хорошего результата? Прям это напрямую взаимосвязано? Я думаю, нет, потому что, ну, у меня часто бывало, что я там проводил сборы, думаю, ну все, сейчас я покажу результат, я хорошо поработал, сейчас все будет. Приезжал просто мимо кассы. Но если это делать постоянно, плодотворно, как бы планомерно работать над шахматами, то я думаю, что в какой-то момент стрельнет. Вот. И мне кажется, что, по крайней мере, у меня, когда ты работаешь, это не то, чтобы улучшает результаты, это улучшает как бы веру в себя, может быть, у меня. Потому что я считаю, что я, может быть, ну, я провел достойную работу, но я как бы готов вот показать результат. И меня вот очень люблю партии, где я за счет какой-то работы, я чувствую, что за счет работы я выиграл эту партию. Не знаю, если вы видели, вот в предпоследнем туре я обыграл Сарксяна, Шанта, тоже очень важная партия, была я как раз в лидеры вышел, единоличные. И там то есть у нас была абсолютно какая-то, ну, более-менее равная структура, равная позиция, но структура довольно сложная. Она может кажется простой, но на самом деле она довольно сложная, и я ее наигрывал, наверное, пару дней с компьютером, именно вот эту структуру. Я играл и за белых, за черных играл, то есть меня компьютер обыгрывал, я потом разбирал, почему я проиграл, то есть я вот эти моменты как-то старался улучшить, вот, и я его обыграл, ну, просто вот, по сути, переиграв, вот, именно в этой структуре. Когда он на нее пошел, он мог на нее не идти, он на нее пошел, я думаю, ну, все, как бы здесь уже надо принимать. Вот. Поэтому я вот очень люблю партии, они для меня очень ценные, где я вот именно чувствую, что за счет работы какой-то я поработал и вот выиграл партию. Вот. Ну, есть же еще и непрямой, наверное, непрямое воздействие работы, да, то есть она скапливает, Да. где-то откладывается что-то, да. Ну, потому что все равно все великие, они все работали бесконечно, Да. до потери сознания. Мне Карлсон, этого может быть, сейчас, да. меньше остальных, но, может быть, он чуть, может быть, умнее остальных или еще как-то, я не знаю. Мне этого, наверное, не хватает, не хватало в последнее время. Сейчас я как-то стараюсь все-таки взять себя в руки и работать как следует, в общем. Надо их там догонять. Надо. Помимо шахмат, что есть в жизни, Андрей? Что интересно? Интересно, ну, спорт люблю, слежу за спортом, за многим. Ну, как так смотрю, не знаю, там, фильмы, сериалы, гуляю, вот, там, с девушкой время провожу. Вот. Как-то какая-то рутина выработалась. И... Жизненно, да? Да. Ну, в целом шахматы, конечно, много часов занимают, потому что, ну, как я сказал, что я там просыпаюсь, если я не позанимался шахматами, то как-то день пустой. То есть я настолько уже привычка выработалась, что я там в любом случае открою компьютер, там что-то посмотрю, вот, потому что я потом себя буду корить за то, что я там, ну, что-то не посмотрел. Вот. А так я как бы так галочку поставил, вот, поработал, и потом уже там футбол посмотрю, я там за Арсенал болею, лондонский. Тоже. Сейчас хорошее время болеть за Арсенал. Да, сейчас, вот именно сейчас, может, уже не такой хороший, но год назад вообще. А что, они сейчас все плохо идут? Они как-то сейчас чуть... А кто сейчас? Сейчас Ливерпуль разрывает, Челси сейчас неплохо играет, Манчестер Сити увидели, там просто катастрофа, Да. Арсенал, ну там ничьи, вот последний матч все-таки хочется выигрывать. Ну еще может рванут. Ну, не, раз я выиграл Катар Мастерс, то уже там Арсенал точно что-то выиграет, я думаю, может, Лигу Чемпионов. Мне кажется, мы в этом плане. Вот. Вы как Гельфанд и Барселона, что ли? Да. А это было прям вообще потрясающе просто. Я помню, это какая-то связь просто была, да. Да, Борис Абрамович очень преданный фанат, прям мы с ним тоже общаемся, я ему тоже очень благодарен, у нас с ним сборы были. Я как раз не упомянул, но Борис Абрамович тоже прекрасный человек и шахматист, и огромное влияние вообще оказывает, и мы с ним тоже общаемся, там, обсуждаем какие-то моменты. То есть это полезно, да? Но он же это в основном какое влияние? Шахматное или, скажем, около шахмата больше? Как работать? Там, или именно конкретно вот он там говорит, что вот эти позиции, эти позиции, эти позиции? Не, как раз вот именно шахматные моменты, может быть, нет. Это именно вот просто... Ну, то, что там Борис Абрамович даже пишет. Там, мудрость, ну, да? Просто как-то, да, Борис Абрамович, у него такая аура просто, ну, не знаю, мне очень приятно, ну, вот с Борисом Абрамовичем и общаться, и, ну, просто какой-то
шикарный человек, шахматист. В общем, вот именно аура такая, Мгм. мне кажется. Ну, очень добрая такая, да, Да, да. отеческая какая-то такая, да. Это правда, да, это правда. Мне кажется, он на многих влияет именно этим. Да, Помимо там общей, естественно, там гигантской шахматной эрудиции, и да. все играл, все смотрел, все знает, еще очень... Все-таки важно, да, какое-то вот такое... Вам, вот я вижу, что важно, да, какое-то шахматное, околошахматное, даже не знаю, как это сформулировать, вот атмосферное что-то, Атмосфера, да, да? наверное. Да, чтобы было вот комфортно, интересно, весело, да? Ну да, атмосферу я люблю. Вот я к вам пришел сразу так, зарядился атмосферой. Вот у Бориса Абрамовича тоже у нас, надеюсь, это не секрет, ну, у нас сборы были, я приезжал к Борису Абрамовичу в Израиль, и у него вот кабинет. ну, Да, прям- да, да, это мекка Да, шахмат да, такая, я да. просто, там кубки, Я ну, обожаю туда просто, ходить, да. там просто шикарно. А альбомы, Альбомы, да, эти, которые ну, папа делал, да, это же нет, вообще, там да. просто шикарно, да, я вот люблю такое очень. Да, 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 что-то в этом есть такое, да, как-то проникаешься любовью к шахматам, Мгм, да, и да, вообще к да. этому миру. Да, вот прям Это даже- как, мне кажется, то, что мы немножко утеряли. Вот в последнее время, что шахматы больше стали как начетничество, немножко как такой вот, как Counter-Strike, наверное, да? Может, у Да. них там своя атмосфера в Counter-Strike, я не знаю. Но вот эта шахматная атмосфера, которая у нас была, она постепенно уходит, у меня ощущение. Может быть, да. Может быть. Но вот я как-то вот когда к Борису Абрамовичу ездил, я... Да-да, в Напоминание людях такое, еще, да. в этих людях еще шахматы живут. Да, вот такая старая школа, вот у них, с ними приятно, конечно, да, общаться, любовь так перенимать от шахматную в смысле. Хорошо, Андрей, мы вам от всей души желаем успехов. Мы на вас не то чтобы даже рассчитываем, какая-то глупость, просто за вас очень искренне болеем. Вы очень обаятельный молодой человек с большими-большими перспективами. Не смотрите на этих индусов. У них своя жизнь, у нас своя. Мы русские долго запрягаем, поэтому да, к 30 все будет. Важно продолжать делать свое дело. Спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо.